Играл и перед выходом КС-2 у меня комп сгорел. Конечку пишет, сносит его, Айси 1-3. Еще один место. Айси! Айси! Суши, души и не спеши. Либо прям 5-15. Много что надо поменять, много демок, смотри, сейчас всасывать эту информацию. 6-5, времени просто нету, Торо берет 1 в 3. Почему ты на десадере играешь? Да, у меня, короче, Ланза была. Ты же вроде тоже не на дезаторе играл? Да. Почему на свой провод играется? Могу, понял, поменять мышку 3 дня, 4 и нормально. Просто ощущение захотелось. Асимметрично. Против кого ты фейс играл? Кто твой базовый противник на фейс? Играл, может попасться, я могут вместе попасться. Ты их ебашил? Ну, один раз, когда они попались, нормально было. Я, короче, играл в фейсе на пока там 100 FPS. Играл и перед выходом КС-2 у меня комп сгорел. И у меня типа не было по 50 комп. Я сидел в инактиве год, просто не играл. И просто сижу, и меня человек заскаутил, ну типа, кто там молодых игроков на фейсе смотрит, ищет. Мне типа сказали, возможно, типа интерес будет у академики ВП. И... Кто вы против что-то был на этот момент? Я, Курс, Рушка, да, и всех расцветали и посадили нас сюда. И мы там играли, вот плюс-минус какие-то, не так давно результаты начали появляться, и все. И я сюда залетал. Ну, конечно, понравилось. Просто это все сразу, я только прилетел, короче, с турика по Казахстану. И мы там у нас день или два перерыв был, мы что-то начали тренироваться опять, что-то разбирать. И резко, короче, пишут мне то, что возможно, типа на туре поедешь, ну все отменяются сборы, сразу идут документы, все делается. Minus train. Yes. Что играем, Вань? Мираж Ancient Battle. Кстати, ты пиздец похудел или если честно? Чуть-чуть. С нашей последней встречи нет, не чуть-чуть. Я тебе скажу, ты ебанутый худо. Зал, да? Там уже понял, я меньше задумываюсь. Какой ракурс? Да, понял? Уже процентов на 50 больше ракурс. Куда? Студия на фиссуре, я бы сказал, дефолтная. На прошлой фиссуре было чуть похуже, потому что ты выходил из туалета, и у тебя сразу были игровые места. А сейчас, как на дефолтных студиях, на лучших турнирах мира, сидим мы, и через заблюренное стекло мужики. Обычный хороший турнир, групповая стадия проходит, швейцарка проходит здесь. Снимается у нас уже, да, точка А. Тора сближается в упор, ловит отличную флешку, Киасуки убивает его. И в ответ тоже отличная флеш залетела. Киасуки сгорает в молике. Есть киты, кстати говоря, у Фалькон, Айси. Проблемы, половину хп потерял, будут ли вдвоем пикать, погибает Киксан, Тесос и Моноси. Моноси находит первого, знает про второго. Айси, ой-ой-ой, Тесос. Киксан, отпустят ли его? Нико. Такая флешка не самая удачная, залетает именно от... Падает, и Ника и Киксан. Тора находит первый фраг для себя в этом раунде, на этой карте, можно сказать, да, Тесос один, двоих уже забирает, 1 в 1 против Перфекта, Перфекта пикает. Петя поймал на саппорте точки Б, уже происходит выход туда, Киксан на размене, Киасуки тоже находит уже еще один минус, и уже ситуация 4 в 3, но точка Б занята, бомба будет установлена, и отличная какая хаешка прилетает на Сасси в дефолт. На минус 45, идеально, Киасуки есть инфа, что был еще один в Б-доме, есть инфа по Айси в дефолте, пикает Фейм. Не заметил его, потому Айси находит минус, но Киксан дочекал все-таки конечку, сейчас сносит его, Айси 1 в 3, заходит еще один место. Айси! 1-1. Айси! Слепой, Кае будет накидывать, не ждет, что уже настолько быстро, как будто бы соперники. Тора на развороте справился с Киксаном, но флита уже сбрили. И что делать Тора? Он на очень дальней дистанции, у него МПшка, его сбривают, Моноси тапом уничтожает Айси. И кажется, что это конец, друзья, этого турнира. Наряду там с G2 и The Mongols 13-1, да, Перфекта погибает. Просто уже хуже не может быть. Может, каждый замкнулся в себе в своем экране, и все, и, блядь, дело вот так. Петя
пытается один как-то принять этот выход, но с Киосуки не справился. Айси, есть один килл, но должен быть сразу же размен. Еще и в Тесоса очень хорошо попал. Все, что мог, сделал Айси. Перфекто добивает красного. Флит, 5-7. А вот это интересно, 2 в 2 уже ситуация Ника и Моноси. Остаются вдвоем, и бомба упала по точке А. И что делать дальше? При этом Перфекто тоже отличная позиция, но сейчас, возможно, его заметят. Да, нужно выживать, заходит в движение, находит минус, находит еще один минус. И это первый раунд для коллектива Virtus.pro. Вот оно. Спалил свою позицию, ФМ выбегает, и Ника тоже падает. Но посмотри, как мало хп остается у многих игроков ВП. Шанс остается еще у Фальконс. Красный ФМ, есть фраг. Киксан видит Айси. Киксан, пули заканчиваются, на юз переключается. Хотят быстро выбить. Киксан нашел все-таки килл. Очень хотят все-таки доиграть этот раунд, попытаться зацепиться. Но 7 секунд. Остается 7 секунд. Моноси будет умирать здесь. Да, Флит все-таки справился. И это второй раунд для ВП, друзья. Киксан просто не успел. А есть киты, есть киты! Зарежет, не зарежет! Неужели? Зарезал. Первый блин комом. Вы только видите, как нам пришлось ставить? Ну, Петя Шенер ушел, потому что он думал, что Дик будет. Он этот пошел с дурками, он бы в дефолт их разъебал. Мы еще один раз... Пиздили 15. Ну тут смог нужен, КД, типа, мы должны из угла бивать. Ну, тут разрыв. Я в Дэнке просто почему сказал, и Петя правильно сказал, Петя тоже, да, вспомнил эту хуйню? Что именно? Не, я тоже помнил, но я понимаю, что типа либо так, либо они уходят. Буду я что-то говорить, буду там Илюха что-то говорить. Ну вот вы посмотрели, да, у нас типа выбили под Б, они не говорят нам, как на браке. Это не Б, это А. Он сказал, что с этого лучше. Сколько? Все 1,5. Сразу видно качается. Это 60, 41, блядь. 40 нормально. Давай 41. Мы сколько играем, да? С Мираж, Трейн, Инферно, Оверпас. Артем опять? 48,6. Не сломается, да. Просто 3-4 вообще. 3,4,6. Не, вот Женя чекал. Пиздец. Сколько уже нет? У него там все есть, пожалуйста. 65. Прям если тело. У меня хват ёбнутый, что ли? Тёма, что тут пишется? Души Шамакон? Левый, по-моему. Еще раз попробуй. Дайте Микки, он Я 45. 50 было. Дайте, блядь, каждый по Левый даже не знаком. 50 было у Илюхи. Я думаю, что какого игры? Вот тут? Или вот тут? Бля, я хочу, чтобы X-Team выиграли. А, так у них сегодня 2 матча. Прикиньте, и вот тут 2 матча будут. Вот тут кто-то... Сегодня уже финал будет? Не, завтра. Завтра финал. Короче, смотри, понял? Они играют Best of 3 в Нижней, нахуй, в 10 утра. И вот тут Best of 5 им надо хуярить в 13. На заправку в магазинчик со всеми продуктами. Мы получили запрос на авторизацию вашего аккаунта в Telegram, блядь, чисто город. Ой, Бомбер дефолт, опять не парься, у меня такое часто. Петя же бомберы не носит. Рандомный автобус проезжающий. Решили запрыгнуть. Понял, бля? Как будто дрова везет. Может, нас не заметил? Петя, включай фон нахуй. Бля, не очень страшно. Конечно. Все, заебись. Все, выходим. Спасибо. Да, конечно. Это мы скипали, типа, 10 минут прогулки. Бля, ну уже как будто дрова, реально. Чуть тимбилдинг приключения дали. Так, чтобы водители автобусов не расслаблялись нахуй, что в 11 никто якобы не ездит на автобусе. Спешка могла рано закончить, поэтому мы быстро разбирались по номерам за Джерси. Петька профессионал взял Джерси с собой, поэтому он прямо из практики идет сетапиться. А что, нас смашнили, как будто мы должны прям быть здесь через 2 минуты.
Я думаю, типа не будет ждаться опять от нас такой же песик. Мы не те типы, которые повторяем. Они будут на Б ждать как раз. Не, они имеют на... Типа на делать так же, только нормально. Какой-то Rush A Gaming, но в этот раз Флит нашел Open. Девайсу сейчас прилетит привет. Галжар убивает, безусловно. Флит, отличный, минус 3, Флит. Но ладно, Штайр с ним разбирается, но он был 1 в 5, сейчас 1 в 4. Что поменялось? Я просто себе Навика флеш даю, об стену обычно. Ты резко выбегаешь с моей баф, понял? Типа тебе левая? Да, самый левый угол, который не видно еще, пока выбегает, понял? Тоже для Айси нельзя промахиваться. Тора открывается. Тора открылся! Тора! Очень сложная ситуация для Астралис. Опять же, Перфекто выйдет сейчас хороший тайминг и найдет 2 минуса. Здесь были прочитаны. Падаем в сетку 0-2. Соперника поймем только после того, как сегодняшние пары все отыграют. И завтра будет матч в посеве 0-2. Что сказать? Плохая подготовка, косяки, мало времени, атмосфера, коммуникация. Много причин можно назвать, и каждая из них может считаться ключевой, но так не бывает же в КСе. Да и в спорте. Причин огромное множество. Мы только можем фиксить те, которые мы можем пофиксить, а в остальном that's life. Столы пониже, как я вчера на шифровали основные моменты. Наоборот, столы пониже, чтобы не задирались руки, понял? City. Frame. Сайт внутри. City. Goodbye, guys. На третью, что ты убил? Инферно. Ну, хотя я сегодня смотрел Инферно, я думал не убивать. Надо выиграть, да, сегодня? Да. А то сейчас впало 0-3 улетать. Не, сегодня включено. Честно, вообще нет. Но это может быть ложное. Ёбнутый разъеб, либо прям 5-15, понял? Два варианта. Пока мы готовимся к матчу, к нам приехали поддержать наших старших пацанов, наши младшие пацаны из VP Future, из которых, к слову, пробился starting from the bottom Вадим Торох. Сейчас мы идем их встречать и отведем в их первое закулисье, их первого лана. Здравствуйте, коллеги. Здорово. Как вы долетели? Как у вас дела? Хорошо, Вася. О, отлично. Сейчас тренер была увидели. Да. Сам появился. Мы не знаем, мы спали без СП. Часа спали в самолете, передышка на 2 часа, и приходишь в комнату, сейчас спишь 2 часа. Ну, час 30. Нормально. Антон, это отец Вадима. Отец Вадима и всех талантливых молодых игроков. Чем Вадим выделялся среди других молодых игроков, когда был еще под твоим началом? Он выделялся скромностью и добротой. Ну и, естественно, зелененькими цифрами. Задача услышать кол и попробовать его реализовать. Все, играем также на Дасе 2 фул нашу игру, наши раунды, без заморочек. То есть против них должна наработать вот эта наша виталити игра. Пришел тиммейт, врыв под флешку, здесь Фейм, отличная работа по 2 игрокам. Если он хочет разменяться, но также погибает, тут также Фейм отыграл. Да, отыгрывает на максимум, старается дожимать. Колмисю, конечно, может здесь что-то разобрать, но отличный хедшот от Перфекта. Хэтрик в раунде уже, и Закар берет калаш вместо Авика. Как же это было близко. Что же, Торо, если широким выйдет, Торо, есть шанс, Торо, нет, все-таки не справляется здесь Колмисун, только один фраг. Вестмеллен опять отдает молик на 15 секундах. Перфекта дает 2 важных минуса, ситуация 2 в 2. В этот раз можно успеть поставить бомбы. Вестмеллен просто живет, Вестмеллен Перфекта включается, и Эмилия остается 1. 4 успели. На тоненького успевает. Ну что, клатч 1 на 1. Эмилия и Айси ставит точку. Вы бежите под Б, вы можете прямо, хотите, прямо пробегите вдоль нижнего типа вал. Я думал об этом, но я не хочу на монгольский попасть.
только один игрок под П. Эмилио проходит. Отличная работа по итогу от Virtus.pro. Вот электрик. О, какая флешка! Окей. Важно, что его тиммейты прикрывали. Еще фраг от СУ и Фейм наконец отвечает. Ситуация по итогу 2 в 2. Бомба пока не установлена. Полной информации нет, а теперь уже имеется по 2 игрокам. Когда большинство в ретейках не работает, но... Ага, Арифнис не ждется, и Перфекто ставит точку. Гранате ставит как раз таки Фейм, получил дэмэдж, но Тора на подсейве, шикарный -2 для него на старте. Если он сейчас здесь как-то не заютится, а в итоге заходит в смог, находит у нас Перфекто за дефолтом Колмиси уже. И дальше включается Флит, забирает серии. Айси, Фейм и Флит ставят очень быстро этот раунд. Пошел раскид, здесь уже 3 игрока, Стери погибает, падают здесь у нас все, да, и закрыто, говорят ребята из Virtus.pro, не в этот раз здесь были прочитаны. Ура, победа! Ура, победа! Просто какой-то пизданов, я не знаю. Ты улыбаешься. Первый. Спасибо. Витя, с победой тебя первый. Ебали тебя. Рад? Да, надо еще 2 выиграть. И не проебать тебя, да? Я собираю весь кортизон на себя. Да. И пацаны просто ебашат. Samsung. 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 Начинается очень важная игра против 3D Max. Она важна не только из-за фиссуры, но и из-за очков в РС. Ты вчера тут сидел, блядь, ты не помнишь, сколько на... Она выше была. Как бы... 100. Я не помню, там я кастом наставил. Big train. CP. Remove overpass? Они опять испугались overpass. Читалось, слышишь? Так, все, фокус, давайте, гайс. У нас времени мало. На самом деле на Б работают после дефолт. Мы играем больше дефолтно, потому что у типов играем типа не быстрым темпом. Их надо прям сушить, душить и не спешить. Там, говоришь, нижний может быть. 2 у нас возвращаются, убегают, нижнюю нет. Флеш тебе, ты проверил, хоп-хоп, понял, мы заняли. Тут надо просто отыграть четко по ролям, типа, и ситуацию, грубо говоря, не проебаться. Время. Падает первый. Туда. Тут еще 2 отсиживается. Ой, как же не залетал Exercise по первому. В итоге Exercise находит между Перфекто и Айси. А дальше нужно спрейть. Как же он стреляет. В итоге это фейк Б, раскидка, выход туда на самом-то деле. Мак поймал Флита, размена также и Сатора, и Айси. На база под ударом. Но Айси попадает в Лаки или подожди. Ну, вроде как зарегала. Хаешки под Флита залетают. 15 секунд на таймере. Разменчики есть, но они плюсовые для ВП. Тор уже с Юспом сражается. Здесь просто на 40-й Флита запустили на чеком. Тора, Айси, Тора! Не принимает аплен вдвоем. Забираем -4. Так, подожди, с инициатором немного, но Айси поймал Лаки. Отличная позиция. Тора! Тора! Ладно, там был фраг от Айси, но это не важно. Это не важно. Тора спасает. Все. Его обнаружили, да и сам он уже спалился этим фрагом. Прилетает ему и банки. Фейм еще и 2-й минус умудрился найти. Ну просто красавчик. Просто щелкунчик. О, опа, тут с дедовым ружьем притаился Евгений Лебедев. Не хватает только, значит, скина «Карамельное яблоко». Пах. Перфекто. Минус по баде находит. Он остается в клатч-моменте. Времени супер мало. Его позиция, конечно же, известна. Полетели молики, смог, выкатили первый, но тут Флит в упоре, Флит трипл килл. Проблемы, так, подожди, Фейм притаился, вот и 2 минуса от Пети, наконец-то он еще и позицию поменял, как же вовремя, он просто потерялся. Раскид упором спалил игрока. Close distance. Здесь происходит. 19-8, кстати говоря, идет Флит. Как это возможно? В пленту зажатые ребята из ВП.
Фейм и Тора находят киллы Лаки, минус Фейм, перфекта последний. Илюша Залуцкий! Можно вот этот смол, понял, найти. Нам просвет, ну, хороший на лонг. На просвет хороший. Чтобы давать ему. Ну, это первый, что я сделал. Да. Надо поддержать там мастхэп, что надо сделать. Северный стакан, это как оверпас. Завтра нас возьмут. Нам надо просто... Ну или ладно. Не, посмотрим. Я подумаю. It's experience. We have young player, agile, better and better in game to the game. And I hope we will show our best game tomorrow and go for just. Не надо фокусироваться на проебах, смысла нет. Главное выиграть. Ну, типа того. Полезнее порадоваться победе, чем пообсасывать свои проебы, понял? Вот, здесь мы Лаки на беду убиваем, там или у тебя было сразу понять, что это ковры. Ну, вообще против. Видите, понятно, они врываются, не заявлял. Да. Вечерний или ранний стал лучше? Мне больше ранее нравится. Мне нравится дневная. Либо, ну, если из двух играть, то ранее. Смотря какая вечерняя. Вечерняя это самое того. 4 вечера это вечерняя? Ну, такая полувечерняя, полудневная. Ну, вот час и 4 это идеально. Финальная игра групповой стадии. Все вроде в фокусе, насколько это возможно, учитывая, что мы до этого несколько дней играли самые ранние игры. Надеюсь, это время Сенчаса не заэффектило на нас никак, и мы в том же фокусе зайдем на сервер. 3 карты, Pain. Не хочется в телеграм-канал писать боль. Не хочется вообще. А как у тебя отчество? Алексеевич. Если сегодня разорвешь, я тебя 4 следующих турнира буду исключительно Вадим Алексеевич вызывать. Можем подключаться? Да. А куда? Сюда? Да, здесь нормально. Ну хотя бы дела, да. 17:00 сетайм, в 17:05 старт. Идти байтится на это, слышит выход шарта, дропается ему на голову, забирает одного, справится ли еще с кем-то, оставляет красным снайпера, но и здесь никаких проблем не вызвал. Этот выход у Пейн, Айси умрет здесь, хотя еще килл успел сделать по Пегузере, надо авик этот засейвить. За дальний, Молик за X, а горит ли снайпер? Снайпер за дальним не горит, кстати говоря. Флит погибает без размена. Есть Фейм, Айси хорошо отрабатывает, но есть информация. Фейма забрать не получилось. DGT 1 в 1, но времени уже просто не остается, не успеет. Он убивает мост, дальше по Кеннис, убивает Кенниса. Ты повтори. Был подъем и план. Фулл Мираж, наша карта. Играем фулл нашей темы. Вообще, без нихуя. Слышишь, Иру? Вот в полупозиции. Нет, больше там уже не смог скичено. вышел. Это Фейм. Находит один фраг. Есть размен от Давидеуса, но 2 в 3. По-прежнему ВП в преимуществе. Нельзя отпускать игрока в шарту. Да, Тора погибает. Айси. Как же нашел еще минус, но перфекта! Берет все-таки этот раунд. Никто к нему не выйдет. И DGT погибает. Перестреливает Давидеуса. NQZ тоже падает. Вообще не удалось даже попасть по Фейму. Идеальная работа от Пети. Авик от Айси работает в этом раунде. Гузера может флита подловить в тайминг. Ой, ты как полетел, Илья! Тиммейты даже готовы ли были выходить? Как будто нет. Давидеус ждет стейрс. Давидеус проигрывает важнейшую дуэль. Флит 2 минуса. И NQZ с DGT просто в шоке сейчас. Момент истины. Тора и Флит. Флит погибает моментально. Тора 1 минус. Второй хедшот великолепный, но 3 хп. 6, 5. Времени просто нет. Но Торо берет 1 в 3 для своего коллектива. Имеет 3 хп всего лишь. Есть опасения, что Тора вообще не играла Инферно. Почти они в Prodigy не играли Инферно. Главное то, сколько этих Инферно отыграли старшие наши пацаны. И на то она и команда из 5 человек, что каждый должен плечом как бы нивелировать эту неопытность на определенной карте.
нужно что-то делать. Он вкидывает отличную флешку, но тут огромное количество игроков в защите, и раунд посыпался. Все. Да, ничего здесь уже как будто бы и не сделать, хотя попытаются. Времени очень мало, 15 секунд, и нужны моментальные хедшоты. Вот что спасет Пейн. NQZ не ждал еще и Айси. Айси уничтожает трипл килл от Айси с 5-7. Что умер из люка, который был под точкой А. Понимают они, что уже нужно им заходить, и Айси, по-моему, попал в сейчас. Айси в порядке. Как же Айси включился? Айси в сайте Тора с балконом. Что делать-то мы будем? Времени мало. Выпускают. DGT, Айси, Тора, как они разыграли буквально в секунду. Бигузера неаккуратно сыграл, но тем не менее малыш Слоу находит эти 2 килла, хотя он не должен был этого сделать. Еще и перфект, он 7 хп оставил, 20 секунд на таймере. И Илья, к сожалению, очень мало шансов имеет. Да, DGT спокойно с ним справляется. Нужно каким-то образом это выигрывать. Сноу падает, но DGT еще один минус находит. И малыш Тора 1 против 2 не попадает. NQZ Тора уже тащил на Мираже подобный клатч, и нужно сделать это еще раз. Бомба стоит, времени мало. 1-2 пикает первого, пули заканчиваются. На глок переключается NQZ с Мактеном. Просто врывать сейчас будет, вероятно, нет с пистолета. Кидаем фиссуру Playground и сейчас идем в практис, к сожалению, не для того, чтобы разобрать демку и подготовиться к следующему матчу, а чтобы забрать шмотки, девайс. Но это еще не конец. И even if you're not ready for the day, it cannot always be night. То, что он типа распиком бежит, а не на дабл, это да, но в целом-то он нормально бежит. Шел твой первый лам, по твоим ощущениям? Ну, норм, но много индивидуальных ошибок все равно в любом случае было. До турнира и ты вот сейчас, чем отличается эти два человека? Ну, больше информации узнал по контре вообще. Ну и, наверное, какой-либо фон пропал, против кого играешь. Типа уже без разницы, просто играешь свою игру. В первом матче он чувствовался, да, у тебя? Ну да. Было неприятно играть первую игру против Фалькона. Но все равно непривычная обстановка, типа там камер на тебя смотрят, ты еще там против Моно сидишь, играешь, и иногда задумываешься, типа, ебать, я тут сижу, играю или что. Вот такое было на первое, а потом уже такого не было. Но после Фальконов уже не было, типа, против кого там сижу, похуй, против кого играю. Просто в свою игру зашел поиграть и все. И так до конца турнира, в принципе, продолжилось. Да, бля, просто было бы больше времени на Инферно, намного больше, потренировать, как-то непонятно лучше. Ты вообще сейчас когда? Продолжай в том же духе, развивайся, слушай все. Ты разорвал 3D Max. Ну, не сразу, что разорвал, пиздец, на тренинге нормально сыграл. Но Инферно тяжело пошла, потому что нет опыта на этой карте, я не играл. Свою дефолтную игру играл, просто помогал, чем мог пацанам, и все, и мы выиграли. Как тебе пацаны в этом плане? Ну, нормально. Много, типа, что понимают в игре, подсказывают много. Иногда чуть моралька просаживается, но пацанам непривычно то, что у них может человек не понимать, что надо делать. И такое может случаться, типа, это просто дело времени. А так, в принципе, все нормально. Какие выводы ты после турнира для себя лично сделал? Над чем тебе надо работать? Что может быть поменять? Что делать меньше? Что делать больше? Вообще много что надо поменять. Много демок смотреть сейчас. Всасывать эту информацию, как люди дефолт играют, от чего они отталкиваются, какие реакции есть и все такое в этом роде доигровки. Вот этого не хватает, и надо просто сейчас много демок смотреть. Кто из мужиков больше в тебя вливает на данном этапе? Да все под ним много вливает. Но чтобы, если выделить, то, наверное, Флит. Как за братом можешь присматривать. В этом нет никакого негативного ключа, просто пытается, типа, помочь как-то. Какие дальше планы? Мы разъезжаемся по домам или там на буткемп? Я на буткемп еду, продолжим тренироваться, играть прайки, играть дефолты, строить игру от дефолтов, наверное, больше, чем от какого-то скилла. Вот, наверное, главная задача пока. Спасибо за поддержку. Спасибо, что болели. Продолжайте в том же духе. И мы постараемся не подводить вас. Что скажешь тем, кто говорил, что у тебя не получится? Хейтеркам? Да ничего. Зачем с ними общаться?